Добрый день! Это видео посвящено современной культуре Камбоджи или Кампучии, как вам больше нравится. В недалеком прошлом Камбоджа пережила геноцид собственного народа. Режим красных кхмеров во главе с Пол Потом уничтожил неугодных. Особенно досталось образованным людям и религиозным служителям. По разным подсчетам было уничтожено от 1 до 3 миллионов человек. Сейчас страна медленно возвращается к нормальной жизни. Люди будто хотят восполнить человеческие потери и потому рожают много детей. Камбоджа остается очень бедной. Стайки малышей часто попрошайничают у туристов. Но самое удивительное, что местные жители доброжелательны и вовсе не озлоблены, хотя живут в жутчайших условиях. Доброе отношение распространяется и на главных в Азии животных – слонов. В стране есть долина, которая является своеобразным домом престарелых для этих сухопутных гигантов. Там их возвращают в естественную среду, помогая восстановиться после долгой работы на человека. Семьи в Камбодже создаются по тем же принципам, что и в других буддийских странах. Но есть и особенности. Спутника жизни подбирают родители, не забывая спросить совета у монаха. Он же определяет благоприятные дни для помолвки и свадьбы. Торжества назначаются только в месяце из 30 дней, не должны совпадать с солнечным и лунным затмением, Новым годом, религиозными праздниками и днями рождения жениха, невесты и их родителей. Нет ничего страшного, если молодые познакомятся на помолвке. У них еще будет время узнать друг друга, поскольку между подходящими датами может пройти целый год. В этот день будущий зять дарит деньги, на которые родители невесты организуют бракосочетание. Классическая свадьба длится 3 дня. Первый посвящается различным обрядам. Во второй молодые молятся, а гости приходят на это посмотреть. На третий – застолье. Сейчас все сокращают до 2 или даже 1 дня. На столы принято ставить домашнюю еду, поэтому готовится где-то за неделю. Роль торта исполняет гора фруктов. Ночью перед торжеством делают прически и макияж. Ведь все начинается с восходом, чтобы не обидеть бога солнца. На бракосочетание приглашают тамаду. Он рассказывает легенды, связанные с каждым из многочисленных обрядов. Согласно одной из них, давным-давно принц решил жениться на дочери морского дракона. Когда настало время знакомиться с будущим тестем, невесте предстояло провести возлюбленного в подводный мир. Она велела держаться за шарф, чтобы не захлебнуться и преодолеть другие препятствия. С тех пор юноши входят в дом нареченный именно так. Это символ того, что будущий муж доверяет свою жизнь этой конкретной женщине. За время свадьбы невеста, жених, ее подружки и его друзья переодеваются не менее 7 раз. Даже если праздник урезали до 1 дня. И к каждому наряду девушки делают новую прическу и макияж. Главный человек на торжестве – буддийский монах, который проводит все церемонии. Во время каждой молодожены обязательно фотографируются. Еще делают фото со всеми гостями. Между прочим, их может быть и 1000, и 3. Приходя на банкет, каждый гость дарит деньги, отдает в конверте специальным людям, которые тут же вскрывают и записывают сумму в тетрадку. Минимум $20. А если внутри пусто, то отправят восвояси. Невеста, жених, официальные подружки и дружки приветствуют гостей при входе. Когда наконец-то придут все, они проходят в зал. Там состоится танец молодых минут на 20, потом еще множество красивых национальных плясок. Как вы понимаете, богатство нарядов могут позволить себе далеко не все, поэтому берут на прокат. Потому из-под шикарных костюмов порой видны заношенные ботинки жениха и туфли невесты явно не ее размера. Но кого это волнует? Фото делают так, что обувь не войдет, а огромный альбом снимков сохранит воспоминания о самом торжественном дне их жизни. Ведь разводов в Камбодже почти не бывает. Муж хоть и имеет право на 2-ю жену, но не может воспользоваться. Денег нет. Вот такое камбоджийское семейное счастье. В большинстве своем бедное, но очень жизнерадостное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, задавайте вопросы. Спасибо вам за внимание.